Однако внутри Минобороны не совсем спокойно, потому как Ну, там никогда украинские не власти было спокойно. Это Минобороны. согласны, что-то денег не досчитались. Опять. Украинские государственные компании, которые занимаются международными закупками, в 2022 году получили миллиарды гривен по контракту Минобороны и не выполнили поставки. Сумма, на которую были заключены контракты, около 9 миллиардов гривен. Да? Вот как могло так оказаться, что Минобороны не проверяет поставщиков, и они так легко смогли вывести свои деньги на иностранные компании? И по каким нормам должна была вот осуществляться закупка? Давайте по нормам нынешнего законодательства, я не хочу сейчас повторяться по поводу его разумности или обезбашенности, но между тем. Но с другой стороны, как бы, когда идет война не до публичных торгов, знаете ли, я с одной стороны понимаю генеральный штаб, министра обороны, нужно закупать, если есть деньги, все, что необходимо для войск. Это логично. Любая бы страна или любая сторона так делает. То есть убираются в сторону все тендерные процедуры и все закупается там. Приняли решение, пошли купили. Вопрос в другом. Точнее, вот лейтмотив, наверное, вопросов. Вы, собственно, его и обозначили. Как смотрели, куда смотрели и должен ли был быть кто-то, кто смотрел бы? Ну, несомненно, должен был. Я так понимаю, покупали через структуры Укроборонпрома. У него там есть несколько предприятий, которые имеют право от Кабмина осуществлять экспортно-импортные операции с оружием. Если не ошибусь, сейчас вот Укроборонпром возвращен, он долгое время был в подведомственности Кабмина. Он не поднадзорен был и не подконтролен был Министерству обороны. Могу ошибиться, но, по-моему, его вернули назад как бы в лоно влияния министра обороны. В таком случае у министра обороны есть огромный штат людей, которые должны были следить за исполнением контрактов и дергать этих деятелей за все, за что их можно дернуть, чтобы исполнили контракты, потому что это государственные деньги или деньги кредитные, так называемая западная помощь. 9 миллиардов – огромная сумма, а самое главное, что получается не поступило то, что было необходимо, допустим, армии для своего функционирования в это непростое время. Что нужно делать? Полагаю, что список всех поставщиков известен. Страны, в которых они зарегистрированы и производят оружие, тоже известны. Если это настоящие поставщики, и которые не исполнили контракт, то Зеленский вот турне совершает по Европе там, и так далее, даже по Ближнему Востоку. Он вполне может или мог задать эти вопросы руководителям, уже с первыми лицами общается. Список дать: в твоей стране 2 козла обманули меня и мою армию, помоги. И там, я думаю, это все в очень быстром порядке бы закрутилось бы, и козлы бы отдали то, что забрали, или то, что не сделали. Он может это сделать. Министр обороны постоянно мотается на эти Рамштайны, общается с их первыми лицами. То же самое может там сказать: ребят, у нас такие-то проблемы. И я не понимаю, почему ни он, ни главнокомандующий Верховный этого не делают. Либо не отряжают кого-то для этого. Это абсолютно реально. Это для того, чтобы уйти от бюрократических или судебных проволочек, знаете, потому что если эту тему через суды затянуть, арбитражи международные, это надолго. Очень надолго. А там я обстоятельств дела не знаю. Я не знаю, кто как исполнил контракт. Это исходя из того, что СМИ говорит, наша сторона все проплатила, а назад ничего не дали. Это одно. Если это так, может быть не так. Если же, допустим, это тоже быстро определяется, фирма, которая должна была поставить, галимая фирма, и там ничего нет, то включаются рычаги влияния там, за рубежом, опять же, через президента, через министра обороны, через генерального прокурора, через Минюст, с одной стороны, для того, чтобы прессовать тех, кто там натворил. А с другой стороны, вот эта бы мадам, которая там сейчас до этого пугала всех конфискацией, вот ей бы лучше выйти с инициативой о законодательном изменении в Уголовный кодекс, о пожизненном заключении для всех таких, как они, которые про эти контракты пускают, из-за которых государство теряет, армия теряет, министерство теряет, народ теряет, страна теряет. Вот вышло бы в этой ситуации, причем с обратной силой на ближайший год-два. То есть ситуация нестандартная, война, а тут вредители внутри Укроборонпрома, допустим, или министерства такое творят.
отдают деньги заведомо ворам, например, да, или не следят за тем, как исполняются контракты. Раньше бы это что было? Это было бы вредительство, либо преступная халатность. И за это бы не жалели. Вот два направления, по которым этим балаболам можно очень неплохо пропиариться. И, собственно говоря, было бы неплохо, если бы это сделали. Когда деньги ушли, дальше уже можно только потрясать руками. Но сегодня у президента есть прекрасная возможность поднять трубку, назвать название фирм, тому же Шольцу или у кого там заказывали эти, что там заказывали, пистолеты, пушки, танки, и сказать, там такие-то не сделали, нам это надо. Или зачтите, или отдайте деньги, или, ну, в общем, разберитесь, и времени нет. Он может это сделать. И министр может в Рамштайнах своих сделать тоже. А здесь как раз должно быть законодательство изменено таким образом, что те, кто покушается на армейские деньги, кто их разворовывает во время военных действий, ну, не может иметь ни снисхождения, ни пощады. Вот это было бы правильно, а не рассказки и не эти шоу с ловлей призывников. Ну, вот так.